приветик и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хотел бы с вами вместе испечь пирог. Это ностальгический пирог из далекого детства. Всегда помню, когда мы ходили в кулинарный магазин, там продавали пирог «Дружба». И сколько я ездил домой в Эстонию, последние пару лет я не видел вообще ее продажи, этого пирога. И я что-то искал рецепты, и что-то я нашел наподобие. И это будет своим образом эксперимент тоже, но в то же время я надеюсь, что у нас этот эксперимент удастся. Итак, я сейчас с вами поделюсь то, что я буду испекать, и надеюсь, что у нас что-то получится. С Богом! Итак, у нас продается такое уже песочное тесто здесь. Я это песочное тесто купил и попробуем сделать с него. Так что я сам тесто не делаю. В первую очередь мы возьмем это тесто, разделим пополам. Потому что нам надо два слоя этого теста. Один слой пойдет на выпечку сейчас, а второй слой мы будем выпекать сверху. Так что нам надо разделить как-то пополам, посмотреть, что точно. Так, 7, 35, в общем, 17,5 примерно. Это будет половина. Так. И сейчас надо выбрать форму, которая у нас пойдет выпекаться. Я нашел формочку, сейчас мы переложим сюда аккуратненько. Очень хорошо. Так, таким образом я сделал. Сейчас я проколю еще вилочкой, чтобы воздух не выходил. Таким образом оно получается. И теперь, как у нас духовка нагреется, я засуну сразу это в духовку. Пускай она там до такого золотистого цвета примет, и тогда выпекаем до золотистого цвета, мы вытащим, она остынет, и тогда мы продолжим выпекать наш пирог. А остальное, то, что у нас пирог, я сейчас так заверну в бумагу таким образом. И пока все это выпекается, делается, мы займемся начинкой. Духовка у нас уже подогрелась. Сейчас я поставлю духовку и давайте посмотрим, что с этого получится. Ну, с Богом. Итак, пока все у нас выпекается при 180 градусах, мы займемся начинкой. Я взял миску, сюда мы поставим 500 грамм творога. Вот таким образом у нас получается. 500 грамм творога здесь. Мы сейчас его так. К этим 500 грамм творога я добавлю сахар. 2 яйца,
все это теперь перемешаем. И сюда мы добавим 2 столовые ложки с горкой муки. И все как следует перемешиваем. Вот такая у нас должна получиться. Так, это мы отложим сейчас. А в это время, чтобы помазать сверху наше тесто, мы сделаем одно яйцо. Добавим немножко водички. Сейчас мы это все замешаем. И этим мы помажем наш пирог сверху. Итак, наш первый слой испекся. Сейчас вытаскиваю из духовки и пускай он здесь остывает. Итак, наш первый слой уже остыл. И как вы видите, что противень чуть-чуть больше, чем сам слой. И что я решил сделать? Я поставлю сюда фольгу. Уже взял фольгу и таким образом будет... Посмотри, как получилось. Вот таким образом я сделал. Так что теперь можно смело накладывать. Итак, нам надо взять повидло. У нас повидло здесь не продается, но я нашел такое, как повидло, что-то как польское варенье, вот такое. И решил этим заменить повидло. Но говорят, что если повидла у вас нет, то можно любое варенье пользоваться. Так что слой этого повидла сейчас мы размажем красиво. Хорошо. Здесь. Потому что поверху этого у нас пойдет творог. Так, слой повидла должен быть, честно говоря, немножко тоненький, но так как у меня яблок повидла нет, они кусочками. Здесь маленькие кусочки, если вы можете посмотреть, вот такие кусочки маленькие, то из-за этого как-то и не получается как следует. Ну, мы экспериментируем, пробуем и надеемся, что это получится. Теперь сверху сюда приложим нашу массу, то, что с творогом я сделал. Так. И аккуратненько нам надо размазать сверху это варенье или повидло, что у вас, что там. А теперь аккуратненько положим наше оставшееся тесто сверху.
И теперь мы то, что я сделал вначале с яйцом, яйцо и воду, мы сверху помажем. Вот так. Аккуратненько мы помазали. А теперь вилочкой пройдемся и сделаем такие линии украшающиеся. Я думаю, что это выглядит очень красиво. И теперь у нас, так как у нас духовка уже подогрелась, все поставим в духовку примерно на 35-40 минут. Смотрите по своей духовке. Ну, примерно идет 35-40 минут при 200 градусов. Итак, с Богом. Итак, наш пирог спекся. Посмотрите, какая красота получилась. Какая прелесть. Теперь что я сделаю? Чтобы выглядел красиво, как в магазинах, я помню. Я отрежу края, как они всегда там делали. Вот так у меня сегодня получился пирог. Так что сейчас он еще горячий, подождем, как он остынет, и там мы разрежем на кусочки. Итак, посмотрите, какая прелесть у нас сегодня получилась. Какая прелесть. Честно скажу, я очень доволен своим результатом. Конечно, не то, что в магазинах, но почему бы и нет. Самое главное, мы проэкспериментировали, и у нас получилось. И это очень-очень вкусно. Я надеюсь, что сегодня я вам дал какую-то идею. И, может быть, вы решитесь попробовать тоже сделать по этому же рецепту что-то наподобие этого и угостить свою семью или своих родных. А на этой ноте хотел бы с вами прощаться, пожелать вам самого-самого наилучшего, самого главного крепкого здоровья, не болейте. И, пожалуйста, берегите своих близких и своих знакомых и друзей. И всем-всем мирного неба. И на этом пока-пока.